Привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Это канал для тех, кто изучает русский язык. В этом видео мы поговорим о тех действиях, которые мы можем делать, используя наше тело. Например, нашу голову, плечи, руки или ноги. Давайте начинать. Что мы можем делать с помощью нашей головы? Мы можем кивнуть. Кивнуть. Мы киваем головой, когда мы согласны с чем-то. Изучать русский с Максом интересно, правда? Конечно, интересно. Но если мы не согласны с чем-то, то мы качаем головой. Глаголы движения очень простые. Нет, глаголы движения не простые. Я качаю головой. Я не согласен. Давайте поговорим про наше лицо. Вот это лицо. Это мое лицо. Давайте начнем с глаз. Это глаза. Я могу закрыть мои глаза. Если я закрываю глаза, значит я не хочу что-то или кого-то видеть. Я не хочу видеть, я закрываю глаза. Если мои глаза закрыты, то мне нужно открыть глаза. Макс, открой глаза! Мои глаза сейчас открыты. Когда мои глаза открыты, я могу видеть. Я могу видеть то, что находится вокруг меня, то, что находится в моей комнате. Я могу видеть. Чтобы увидеть что-то, мне нужно смотреть. Сейчас я смотрю. Я смотрю на стену, и я вижу картину на стене. Я смотрю на эту стену, и я вижу телевизор на стене. Я вижу. Если мы закроем один глаз, а потом откроем его, то мы будем подмигивать. Мы можем подмигивать одним глазом и другим глазом. Вы можете подмигивать и правым, и левым глазом? Я могу. Мы подмигиваем, когда мы хотим сказать о чем-то. Да? Когда мы понимаем друг друга, мы можем подмигнуть друг другу. Да, я тебя понимаю. Или, если кто-то нам нравится, мы тоже можем подмигнуть. У меня плохо это получается. Ужас. Если что-то нам очень надоело, то мы можем закатить глаза. Закатить глаза. Мы закатываем глаза тогда, когда что-то нам неинтересно, скучно или надоело. Когда мы хотим выразить это невербально. Мы делаем вот так. Мы закатываем глаза. Дальше у нас идет нос. Что мы можем делать с помощью носа? Ну, во-первых, мы можем ковырять в носу. Ковырять в носу. Это считается очень неприличным. Не нужно ковырять в носу. Иногда я хочу поковырять в носу, но я вижу, что кругом люди. И тогда я убираю палец и заставляю себя не ковырять в носу. С помощью носа мы можем понюхать что-то. Если я хочу понюхать что-то, то я делаю так. Как вкусно пахнут эти специи. Дайте я понюхаю еще раз.
Эти специи пахнут очень вкусно, очень приятно. Но если что-то пахнет неприятно или если что-то пахнет плохо, тогда нужно заткнуть свой нос. Я заткнул нос, чтобы не чувствовать этот отвратительный запах. Когда мы болеем или когда что-то попало нам в нос, то нам нужно чихнуть. Но обязательно нужно закрывать рот рукой, когда мы чихаем. Ну, обычно советуют закрывать рот и нос вот этой частью. Это более гигиенично, чтобы микробы не оставались на твоей ладони. Когда мы болеем, нам нужно иногда прочищать наш нос. То есть нам нужно сморкаться. Для этого у меня есть бумажная салфетка. Я высморкался. Когда мы болеем, мы сморкаемся. Нам нужно сморкаться. Главное не делать это громко, как это сделал я. Это не очень прилично. Множество действий мы можем совершить или сделать с помощью рта. Это мой рот. С помощью рта я могу говорить. Сейчас я говорю с вами. Я могу поговорить, то есть говорить определенный промежуток времени, определенный период времени или на определенную тему. Я хочу поговорить с тобой немного. Или я хочу поговорить с тобой о собаках или о кошках. Мы можем также говорить тихо. Если мы говорим тихо, то мы шепчем. Шепот – это когда ты говоришь очень-очень тихо. Поэтому мы можем шептать. С помощью рта мы можем петь. Калинка, малинка, малинка моя, в саду ягода, да-да-да-да-да-да-да. Мы можем петь. Я сейчас спел отрывок из песни. С помощью рта мы можем свистеть. Я свистел. Или мы можем свистнуть кому-то. Обычно это делается так. Свистнуть. Но я не умею свистеть вот таким образом, поэтому я не могу свистнуть. Я могу свистнуть только так. Но я не могу сделать это вот так вот. Рот и губы позволяют нам поцеловать кого-то. К сожалению, сейчас нет никого рядом, кого я мог бы поцеловать, поэтому я поцелую... Я пошлю вам воздушный поцелуй. Воздушный поцелуй. Я поцеловал руку и послал вам воздушный поцелуй. С помощью рта мы можем есть. Сейчас я ем печенье. А что я делаю сейчас? Я жую. Я жую печенье. Главное не жевать с открытым ртом. Вот так. Это считается очень некультурным в России. Всегда закрывайте рот, когда вы жуете. Если вы будете жевать с открытым ртом,
то это будет чавканье. Я чавкаю. Мама всегда мне говорила: Максим, не чавкай, когда ешь. Не чавкай. Если бы у меня было мороженое, то я его бы лизал. Но у меня нет мороженого, поэтому я не могу вам показать, как лизать мороженое. Но я уверен, что вы делали это много раз. Лизать. Я лизнул печенье. Если мы болеем или что-то попало нам в горло, тогда мы кашляем. Я кашляю. Но, конечно, когда ты кашляешь, нужно обязательно закрывать свой рот. Если мы пьем что-то горячее, то нам нужно сначала подуть на жидкость, чтобы остудить ее. Теперь нормально. Я дул на воду, чтобы она остыла. Поговорим про наши уши. Что мы можем делать с помощью ушей? Конечно, мы можем слушать. Например, я могу слушать музыку. Если мы хотим услышать что-то, какой-то тихий звук, например, что делают соседи, то мне нужно прислушаться. Тогда я могу услышать, что делают соседи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Если соседи делают что-то громко, и я не хочу это слышать, тогда я могу заткнуть мои уши. Если я заткнул мои уши, то я ничего не слышу и ничего не услышу. Я также могу закрыть мои уши. Закрыть уши руками или заткнуть уши пальцами или специальными такими маленькими штучками, берушами, которые вставляются в уши, и ты ничего не слышишь. Закрыть уши и заткнуть уши. Плечи. Мы можем пожать плечами. Мы пожимаем плечами, когда мы не знаем, что сказать, когда мы не знаем, что ответить. В этом случае мы просто пожимаем плечами. Я не знаю. С помощью рук мы можем сделать огромное количество разных движений. Например, мы можем махать рукой. Мы можем помахать кому-то. Эй, привет, привет. Мы можем помахать руками вот так. Сейчас я тоже махаю руками. А сейчас я махаю рукой. Поэтому можно помахать кому-то, а можно просто махать рукой или руками. С помощью рук мы можем хватать кого-то или что-то. Например, кто-то может схватить меня вот так. Или кто-то может схватить меня за руку. Люди не любят, когда их хватают. Также хватать означает взять что-то быстро, в спешке. Например, я взял свою тетрадь и побежал в школу. Я схватил свою тетрадь и побежал в школу. Я быстро взял тетрадь и побежал. С помощью рук мы можем сжать что-то. Например, я сейчас сжал руку, да, это рука и это рука. Я сжал руку в кулак. Я сжал руку в кулак.
А сейчас я разжал руку. Да? Сжать, разжать. Я также могу сжать что-то. Например, если я сожму лимон, то получится лимонный сок. Я сжимал этот лимон, но сок так и не пошел. С помощью рук я могу толкать что-то. Я толкаю кресло. Я могу также толкнуть человека. С помощью рук, а вернее с помощью пальцев, я могу ущипнуть себя. Я щипаю себя. Ау, больно. Я могу также ущипнуть кого-то. Я также могу пощекотать кого-то. Пощекотать. Главное не щекотать слишком долго, а то можно защекотать человека. Я слышал, что можно защекотать человека до смерти. Ох, страшно. Иногда мне хочется почесать что-нибудь. Например, сейчас я чешу мою руку, а сейчас я чешу мою голову. Иногда мы чешем нашу голову, когда мы думаем, да? Я не знаю, почему это происходит. Может быть, мы стимулируем наш мозг. Мы также можем гладить кого-то. Например, мы можем гладить своего кота или свою собаку. Но у меня нет ни кота, ни собаки, поэтому я буду гладить сам себя. Выглядит странно, но я глажу себя. Если кто-то вас сильно разозлил, вы можете его ударить. Ударить. Но я не советую ударять кого-то, потому что всегда можно найти компромисс и другой выход из ситуации. Мы можем ударить кого-то ладонью. В этом случае мы говорим «дать пощечину». Это щека, то есть дать по щеке, дать пощечину. Она дала мне пощечину, потому что я подмигнул другой девушке. С помощью ладоней мы также можем шлепнуть кого-то или шлепать кого-то. Ну, в разных целях. Это уже зависит от ваших фантазий, друзья. Шлепать. Мы можем тыкать пальцем куда-то. Тыкать пальцем. Вот я сейчас ткнул пальцем в камеру. Я ткнул пальцем в камеру. В России это считается неприличным жестом, когда ты тыкаешь пальцем куда-либо. Можно еще щелкать. Щелкать пальцами. Я хорошо щелкаю правой рукой, но чуть хуже щелкаю левой рукой. Вы хорошо щелкаете обеими руками? Пальцем можно не только тыкать, но и указывать направление. Туда, туда, здесь, там. Но это тоже считается не очень красивым жестом. По крайней мере, мама в детстве мне всегда говорила: «Макс, не нужно тыкать пальцем. Лучше использовать ладонь и показывать вот так». Поэтому имейте в виду, что многим людям может не понравиться, если вы указываете пальцем. Хотя я не знаю, мне кажется,
сейчас на это никто не обращает внимания. С помощью ладоней или ладошек мы можем хлопать или аплодировать. Ура! Также рукой мы можем пожать другую руку. Например, когда мужчины встречаются в России, они обычно пожимают друг другу руки. Обычно девушкам мужчины не пожимают руки. Так сложилось исторически. Хотя сейчас, может быть, что-то и меняется, и, в принципе, ничего страшного нет, если вы пожмете руку девушке. Можете даже поцеловаться в щеку. В этом нет ничего страшного. Это зависит от типа ваших отношений. Поэтому здесь есть вариации. Пожать руку. Ну и, конечно, с помощью рук мы можем обнять кого-то. Кого мы любим или кого мы не любим, мы все равно можем обнять. Ведь это так классно, правда? Что мы можем делать с помощью наших ног? Например, я могу пнуть что-то. Я могу пнуть футбольный мяч. Но у меня нет футбольного мяча дома, поэтому я пну мой кроссовок. Я пнул мой кроссовок. Когда мы занимаемся спортом, мы делаем разные упражнения. Например, мы приседаем. Сейчас я приседаю. Но я могу просто присесть, чтобы посмотреть, что находится внизу. Я сейчас присел, и мне нужно встать, чтобы подняться. Я встал. Сначала я приседал, потом я присел, посмотрел что-то и встал. Если я иду и есть какое-то препятствие, то я могу споткнуться. Например, сейчас я споткнулся об кроссовок. Я споткнулся об кроссовок. Я чуть не упал. Черт побери! Теперь пол мокрый, вода на полу. Нужно ходить очень осторожно, иначе можно поскользнуться. Нужно ходить очень осторожно, чтобы не поскользнуться. Однако мы часто произносим это слово как подскользнуться. Подскользнуться. Я подскользнулся. Но это неправильно. Правильно говорить поскользнулся. Однако вы услышите оба варианта произношения. На этом я с вами прощаюсь, друзья. Я забыл о чем-то рассказать. Что-то я забыл. Напишите мне в комментариях под этим видео, и я обязательно вам отвечу. До встречи в следующем видео. Пока.